Всем привет, ребят! А вот и вторая часть гайда по обвесам Warzone. На этот раз у нас будут оружия из Cold-War. Их гораздо меньше, и, в принципе, там не так много информации нужно рассказывать, как про МВшные пушки, поэтому видос получится гораздо более коротким, но, я думаю, все равно информативным и максимально полезным, потому что по этим пушкам гораздо больше непоняток, потому что их добавили сравнительно недавно, да, по сравнению с МВшными. Да и просто там очень много багнутых обвесов, у которых абсолютно неправильное описание. Постараемся во всем разобраться. Если ролик будет полезен, обязательно поставьте лайк. Также подпишитесь на этот канал, чтобы ничего не пропустить. Приятного просмотра. Ну что ж, ребят, приступим. Давайте разберем все на примере FFR. Это самый такой жесткий метовый ган. И, скорее всего, его еще не занерфили на момент выхода этого ролика. Если его занерфили, то ничего страшного. То есть в этом сезоне некоторые обвесы работают абсолютно по-другому, не так, как они работали в прошлом сезоне. Ну, если что, то мы будем обновлять как-то информацию в новых роликах. Если прям жестко все поменяется, то новый видос запишем, это ничего страшного. Ну, давайте пока работать с тем, что есть. Начнем, как обычно, с дула. Стоит сказать, что все обвесы абсолютно бесполезны. Помимо агентского глушителя, на некоторых пушках он называется по-другому. Сейчас приведу пример. Например, на тундре тот же самый глушитель называется вот так, камуфлированный глушитель. На фаре он называется агентский ПБС. На каких-то ганах он имеет другое название, но по факту это все один и тот же самый обвес. Что он нам дает? 25% скорости пули, 10% эффективной дистанции. Что такое эффективная дистанция, я более подробно рассказывал в прошлом видосе. Если не смотрели, то посмотрите. Вот где-то там наверху будет всплывающая подсказка в верхнем правом углу. Так что, если что, тыкайте, смотрите. Я там подробно рассказывал, что каждая характеристика значит. Вот из этих вот красненьких, зелененьких. Так что здесь в подробности вдаваться не буду особо. Ну, в общем, та же самая история, что и с монолитным глушителем. Просто ставьте везде последнее дуло, везде последний глушак. Причем даже на дробовиках, то есть вообще на всем оружии. Я не могу сейчас вспомнить ни одного гана, на который не ставится последнее дуло. Вот честно. Это must have. Да, он еще и с контролем вертикальной отдачи помогает, то есть убирает 5% вертикалки. Собственно, выполняет основные свойства глушителя, помогает со скоростью пули, помогает с эффективной дистанцией. Единственный минус — немножко вредит скорости прицеливания. Но это вообще ерунда. На все пушки ставим. Перейдем к стволам. Здесь у нас почти на всем оружии одинаковая история. Например, я на все оружия, кроме снайперок, ставлю третий ствол. И на дробовиках, по-моему, и даже на тактических винтовках, то есть на М16, на УГах, и на ППшках, и на РКах. Просто на все пушки, кроме снайперки, я ставлю третий ствол. Почему? Первый ствол у нас дает только эффективную дистанцию, то есть он не бустит скорость пули, а это очень важная характеристика. Второй ствол — та же самая история. Третий ствол у нас бустит больше всего эффективную дистанцию, больше, чем любой другой ствол. Также очень сильно бустит начальную скорость пули, около 50%. Четвертый ствол не помогает с эффективной дистанцией, помогает только со скоростью пули. Да, пуля у вас будет лететь быстрее, чем с третьим стволом. И, в принципе, если у вас какая-то пушка для средних дальних дистанций, то можно ставить четвертый ствол. Но имейте в виду, эффективную дистанцию он не дает, и на некотором расстоянии гораздо выгоднее будет пострелять с третьего ствола. Но если у вас пушка именно чтобы вдаль пострелять, если вы хотите, чтобы она у вас хитсканила, то есть попадала именно туда, куда вы целитесь, да, там вплоть до 100 метров, допустим, то можете ставить четвертый ствол. Я помню, раньше на фаре ставил как раз его. И очень часто сбривал летящих парашютистов, но потом переучился на третий ствол, и, в принципе, не хуже это получается. Так что третий ствол must have, я считаю, на всех АРках, на всех ППшках, повторюсь. Вот этот ствол помогает немного со скоростью пули и немножко бустит скорость движения боком. Но вот этот буст, он практически незаметен, особенно на примере приклада последнего, про который я еще вам расскажу. И последний ствол. Вот если вот на все это посмотреть, звучит круто, да, то есть он и дистанцию нормально так бустит, и скорость пули, еще и мобильности добавляет, то есть вы лево-право быстрее двигаетесь, но это единственный ствол, который негативно влияет на отдачу, то есть он у нас увеличивает и вертикальную отдачу, и горизонтальную отдачу, поэтому этот ствол мы не ставим. Я пробовал собирать, знаете, мобильный такой билд, но опять же, вот этот эффект, скорость движения боком, он настолько незаметен на фоне приклада,
что вы, скорее всего, даже не почувствуете разницы. Ну, она прям минимальная, то есть это не стоит того. Так что ставим на все ПП, на все АРки третий ствол. Давайте перейдем к лазерам. Самый первый лазер, он просто дает нам точность стрельбы от бедра. Здесь написано, что противники видят лазерный луч. Причем это правда для всех лазеров, по-моему, КВшных. То есть, например, в Modern Warfare первый красный лазер, его вообще никогда не видно, но, по-моему, здесь любой лазер виден, насколько я помню. Но, знаете, он такой еле заметный, что... Ну, либо просто с ним никто не играет, потому что я вообще практически никогда не вижу колдваровские лазеры. Может, их и не видно, но... В общем, я их не видел никогда, не знаю. Вот, скорее всего, просто с ними никто не бегает. И это понятно почему, я потом объясню. Потому что есть обвесы покруче, которые можно поставить. Да и, в принципе, КВшные ганы не такие точные от бедра, сразу стоит сказать. Потому что здесь не так много обвесов, влияющих на точность от бедра. Нету ноустока, нет ручки наемника, которая помогает с точностью. Да, есть аналоги, но они не так сильно бустят точность от бедра. И в итоге любой МВшный ган от бедра будет гораздо точнее, чем КВшный. Я пробовал собирать и МП5 от бедра, и МАК-10 от бедра, и Bullfrog от бедра. Не точно, не стоит использовать. Если хотите стрелять от бедра, берете из Modern Warfare MP5, делаете вот тот самый билд, про который я рассказывал в том видосе, и все, и отдыхаете. Колдваровские ганы от бедра делать не стоит. Может быть, что-то еще поменяется когда-нибудь, да, как-то там подкрутят обвесы, но пока это плохая идея. Поэтому про лазеры супер подробно рассказывать не буду. Давайте просто пройдемся. Что у нас бустит точность от бедра? Больше всего бустит лазер 5 МВТ. Но он негативно влияет на время прицеливания. Также достаточно хорошо бустит самый первый лазер. И еще немного с точностью от бедра помогает целеуказатель, вот этот вот SOF, который также бустит эффективную дистанцию на 4%. И целеуказатель уголек также помогает немного с точностью от бедра на 25%, уменьшает разброс. И дает 8% дистанции. Но вот эти два обвеса очень сильно вредят времени изготовки после бега, то есть sprint of fire, так называемым, поэтому мы их не ставим. Зачем нам нужен лазер? Точнее, на каком оружии нам нужен лазер? На ППшках, правильно? И на ППшках очень важно сразу после спринта стрелять, а вот эти два обвеса мешают нам это делать, поэтому мы их не ставим. Если вы все-таки хотите делать сборку от бедра, я рекомендую вам 4-й лазер. И ничего не сказал про второй обвес. Почему не сказал? Потому что он ничего не дает. Он совсем чуть-чуть бустит скорость перемещения. И, в принципе, все. Это того не стоит. Лазеры мы не используем вообще ни на каком оружии. Может быть, по каким-то причинам вы захотите поставить на ППшку, но я уже объяснил, почему это не стоит делать. Что касается прицелов. Здесь есть некоторые интересные моменты, и покажу вам еще один очень крутой лайфхак, если кто-то вдруг не в курсе про него. Различные прицелы, выбирайте на свой вкус. Здесь, в принципе, все работает примерно так, как написано. То есть там 1.37 прицелы, 2х прицелы, 1.25. Самый такой распространенный и удобный прицел — это микрофлекс. Но если честно, я вообще не знаю, на каком оружии из Cold War стоит ставить прицелы. Именно для ближнего боя. То есть у Фара топовая мушка, у МАК-10 удобная мушка, у Bullfrog удобная мушка. То есть, МП5 тоже достаточно неплохая. Я не знаю, куда нужно ставить прицелы. По моим наблюдениям, прицелы на колдваровских пушках нужны только на снайперках или, может быть, на каких-то эрках, которые вы используете для средних дистанций. Естественно, на УГИ и на М16, то есть на тактических винтовках. И, как правило, на всем оружии вышеназванном используется X3 прицел. Почему? На самом деле это не X3 прицел. У него зум практически такой же, как у снайперского прицела Коряка, то есть что-то ближе к 5х, 6х, он очень сильно зумит. При этом он положительно влияет на скорость прицеливания на снайперках. То есть вы с X3 прицелом на снайперке будете целиться быстрее, чем с дефолтным снайперским прицелом, да, стоковый, который стоит. Вот. Также, чем удобен X3 по сравнению с тем же 4х. У 4х очень толстая рамка, которая ограничивает ваш обзор, а X3 имеет довольно тонкую рамку, поэтому X3 считается топовым прицелом. Мне также нравится 2х. Неплохой прицельчик. В остальных прицелах я особо смысла не вижу. Также есть прицел SUSAT, он вариативный, с 2х до 4х можно переключаться, но там разница совсем не в 2 раза, то есть там на самом деле вот этот второй зум, он приближает раза в 4, наверное, больше, чем первый, по ощущениям, по моим. Этот прицел практически полностью убирает визуальную отдачу, то есть оружие визуально меньше бросает, и из-за этого вам может быть проще стрелять, спреять. Я пробовал этот прицел на Ауге, неплохо работает. На спрей я его брал, как раз на фар пробовал, да, для средних дистанций. Прикольно, но у него есть один очень большой минус. Этот прицел бликует. Поэтому мой выбор — это X3, иногда балуюсь с X2.
Но X3 все-таки будет получше. Лайфхак, про который я хотел вам рассказать. Вы можете поставить любую сетку на X3, например, да, если у вас на X3 открыты все сетки, ставите вот эту сетку. И дальше меняете прицел на X4, например. И как вы видите, на X4 у меня закрыта вот эта сетка прицела, но при этом она у меня стоит, потому что я ее на X3 поставил. Такой вот небольшой лайфхак, чтобы не прокачивать все сетки. И вы так можете поменять рисунок на X2, на X3 и на X4, по-моему, да, вот на этих трех прицелах. То есть можно прокачать сетки на каком-то одном прицеле, но потом использовать их на двух других. Возможно, с точками это также работает. Тестите сами, если желание есть. Так, тут мы юзаем X3. Сетка, которую я рекомендую, это вот эта. Ну, тут на вкус и цвет. И первая сетка нормальная, и третья достаточно неплохая. Там тонкий такой крестик. Вот здесь крестик толстоват, но тоже достаточно удобная сетка. Ну, все остальные не очень, я считаю. Перейдем к тыльной части, а точнее к прикладам. Тут у нас самое интересное. Я мог бы подробно рассказать вам про тактический приклад, про приклад марафон. Но на самом деле единственный приклад, который имеет смысл на автоматические ганы, причем на все, на пулеметы, на АРки, на ППшки. Единственный приклад, который стоит ставить, это последний приклад, Рейдер. На других ганах он может называться по-другому. Но я думаю, те, кто играет в Warzone, они прекрасно знают, почему именно этот приклад нужно ставить. Он негативно влияет на точность стрельбы от бедра, но поверьте, вам это и не будет нужно, когда вы его поставите. Почему? Потому что как только вы ставите этот приклад, у вас персонаж начинает с бешеной скоростью двигаться в прицеле, и он начинает двигаться еще быстрее, если вы стреляете. То есть вы, наверное, прекрасно видели, как при спрее с фара персонаж просто летает лево-право, как будто на скейте катается. Вот это все благодаря прикладу вот этому. Также он помогает со спринт-то-файром, то есть бустит, точнее уменьшает время изготовки после бега. То есть это вообще идеальный обвес. Есть вот такой вот еще тыльник для ближнего боя, это аналог ноустоку. Ну, не рекомендую его ставить, потому что приклад Рейдер куда сильнее. И я считаю, что вот именно из этого приклада колдваровские АРки и ППшки для ближнего боя так сильно доминируют. Мне кажется, если они не понерфят этот приклад, то МВшные ганы в упоре не заиграют, только если какая-нибудь МП5 от бедра, потому что она тоже достаточно мобильная, так как вам целиться не надо. Но тут вы даже в прицеле очень быстро передвигаетесь, поэтому если вы берете ган на ближний бой, то этот приклад обязателен. Давайте перейдем к подствольным планкам. Про некоторые из них не буду рассказывать, потому что они вообще не имеют смысла. Расскажу про самые интересные. Самая частая рукоять, которая используется почти на всем оружии, это агентская рукоять. Она помогает вам больше всего с горизонтальной и с вертикальной отдачей. Последняя ручка помогает примерно так же, но она негативно влияет на скорость перемещения. Агентская рукоять не влияет на скорость перемещения, только если вы стреляете в этот момент, поэтому мы ставим агентскую рукоять. Также есть рукоятка-борец, она помогает нам со скоростью перемещения довольно неплохо. Также она бустит точность стрельбы от бедра, то есть это такой аналог рукояти наемника. Если вы по каким-то причинам хотите собирать пушку от бедра, то, пожалуйста, ставьте борца. И есть интересная ручка-лазутчик, она больше всего помогает со скоростью перемещения, но больше она ничего и не делает, собственно. Поэтому не советую ее ставить. Тут мы выбираем между борцом и агентской рукоятью, но я лично на все оружие ставлю агентскую рукоять. Давайте перейдем к боеприпасам. Тут у нас интересная ситуация, потому что на некоторых оружиях багнутый последний магазин. Например, на фаре. Если вы поставите последний магазин, у вас будет 50 патронов в магазине. Очень быстрая перезарядка. И при этом должно минусоваться время прицеливания, но на самом деле этот магазин никак не влияет на скорость прицеливания. Вы целитесь так же быстро, как и без него. Поэтому на FFR, например, нужно ставить всегда последний магазин. Насколько я знаю, на ППшках этот недостаток все-таки присутствует, поэтому на ПП я ставлю всегда третий магазин с конца, барабанный вот такой вот, то есть увеличенный, но который не дает скорость перезарядки. Вот. На фар я всегда ставлю последний магазин. Также это работает на М16, но на УГе, например, это не работает, поэтому на УГе я ставлю самый первый магазин, который никак не влияет на время прицеливания. Короче, странная ситуация. Есть магазины, которые написано, что влияют на время прицеливания, на самом деле не влияют. Ну, в общем, много путаницы. Но на ППшках я ставлю третий с конца, на фаре я ставлю последний, на М16 последний, на УГе вообще первый. Ну, собственно, я это уже сказал. Про снайперки я потом отдельно расскажу. Но, в принципе, тут больше нечего рассказывать. Тут есть магазины, которые влияют только на быстроту перезарядки, но это все бесполезно. То есть мы ставим либо вот этот магазин, либо вот этот. На всех пушках практически.
Задние рукоятки. Тут даже рассказывать не хочу. Знаете почему? Потому что на этих обвесах написано, что они помогают с временем прицеливания, но на самом деле почти все из них, наоборот, негативно влияют на время прицеливания. То есть у этих ручек только минусы, они ничего абсолютно не дают, поэтому мы просто про этот слот, задняя рукоять, забываем. Надеюсь, однажды они это пофиксят, и, возможно, тогда колдваровские снайперки станут играбельны. Можно будет там пофазумить с Пеллингтона или хотя бы хоть как-то быстро целиться с тундры с последней ручкой, но, к сожалению, эти обмотки вообще не работают, поэтому мы забываем про заднюю рукоять на всем оружии абсолютно. На моем канале выходил ролик про то, что какая-то из этих ручек помогает с отдачей, но, опять же, не стоит жертвовать, например, прикладом. Ну, тут ничем не стоит жертвовать, на самом деле. Вот такая у нас сборка получается, да? Тут просто нечем жертвовать, потому что там буст по контролю отдачи настолько минимальный, что он практически незаметен. Я почти его не увидел, и, собственно, тут нечего убрать в этой сборке, она просто идеальна. Я пробовал, поверьте, я и ручки менял, и стволы менял, потому что я с фармой уже играю 3 месяца подряд. Я знаю, о чем я говорю. Этот билд самый играбельный, единственный возможный. Ну вот можно с 4-м стволом еще поиграть, если вы любите вдаль прям поспреить, но не рекомендую. Что ж, давайте разберем какие-то особые случаи. Я думаю, можем посмотреть на примере снайперки. Как собирать снайперку. Здесь, опять же, последний глушитель для скорости пули, как обычно. Вот, важный момент. На снайперку мы ставим не последний приклад, а предпоследний, потому что последний приклад на снайперках негативно влияет на скорость прицеливания, а предпоследний приклад никак не влияет, при этом он достаточно сильно помогает нам со скоростью перемещения в прицеливании. Ствол мы на снайперку ставим всегда самый длинный, то есть вы просто смотрите вот на эти числа, и выбираете всегда самое большое число. Это значит, что ствол максимально длинный, и он больше всего помогает нам со скоростью пули. И на снайперках это 3-й с конца, ну или 4-й сначала. На все снайперки ставится этот ствол. Все, дальше выбирайте, что хотите. Из боеприпасов единственный магазин, который никак не влияет на скорость прицеливания, это 1-й. Ну еще быстросъемный магазин можно ставить. Да, вот 2 магазина, которые не влияют. То есть, если вы хотите быструю перезарядку, ставите 2-й. Если хотите магазин побольше, что чаще всего выгоднее, то ставите 1-й. И что здесь по обвесам? Лазеры бесполезны. Да, чаще всего просто ставите прицел X3, вот такой вот, потому что он помогает со скоростью прицеливания. Да и, в принципе, с таким зумом комфортнее играть, чем, знаете, с дефолтным снайперским. Рукоятки не работают, лазеры на снайперку не нужны. Единственный обвес, который еще можно ставить, прикольный, это сошки. Они помогают нам с отдачей. Это очень сильно заметно на М82 Barrett, который полуавтоматический, стреляет достаточно быстро. Так вот, там сошки нереально бустят. Очень сильно помогают, и их обязательно нужно ставить. На других снайперках я видел тоже используют. Знаете, чтобы сделать выстрел и после этого не наводиться и еще раз в ту же точку выстрелить, допустим, чтобы нокнутого добить. Но не знаю, насколько это нужно. Мне это не нужно. Я лучше там магазин поставлю, прицельчик, что-нибудь еще. По снайперкам вроде как все сказал. Что у нас осталось? ППшки. Все идентично с эрками. Такие же билды абсолютно. 3-й ствол, последнее дуло. Предпоследняя ручка, последний приклад, и единственное, что отличается, это магазин, то есть мы берем просто не последний, а 3-й с конца, ну, либо какой он там, 3-й с конца, короче, да, все правильно, барабанный. С пулеметами идентичная история. Да, давайте расскажу про тактические винтовки, что ставить на них, разберем на примере АУГа. Также глушитель, та же самая ручка, магазин, я уже говорил, я на АУГ ставлю 1-й, если играете с М16, то ставьте последний. Да, и на АУГ, собственно, надо ставить X3 прицел в идеале, либо сусат, и остается поставить только ствол. Ствол мы как на АУГ, так и на М16 ставим 3-й, потому что помимо того, что он помогает с темпом стрельбы, он больше всего из всех этих стволов бустит скорость полета пули, так что его мы обязательно ставим. Тут тоже, в принципе, менять абсолютно нечего, как на АУГе, так и на М16, то есть эти сборки единственные возможные, единственные играбельные. Расскажу про дробовики. Это у нас Хауэр, Дворник и Галла. Покажу сборку, с которой играю я. То же самое, ребят. Опять 3-й ствол. Не знаю, то ли они специально так сделали, то ли случайно получилось, но на всех пушках, кроме снайперок, ставится 3-й ствол. Что на тактических, что на РК, что на ПП, что на дробовиках, везде ставится 3-й ствол. Раньше я играл с предпоследним, но 3-й оказалась круче. Последний глушак, агентский чок, потому что он бустит у нас, собственно, тут все написано, и скорость пули. На дробовике это не нужно. Он помогает нам с кучностью, там, с дистанцией, со всеми вот этими штуками. Магазин мы ставим максимально возможный. Лазер. Вот здесь я ставил всегда 5 милливатт, но я заметил, что все почему-то играют с последним. Не знаю почему, сам я не тестил, но я доверяю тестерам, западным ютуберам, которые, знаете, сидят там, все это вычисляют часами.
И вот они советуют ставить последний лазер. Видимо, на дробовиках он профитнее, чем 5 милливатт. Но все, что я сказал ранее про автоматические пушки, это было верно. То есть на автоматы, на ППшки лучше ставить вот этот лазер 5 милливатт, но на дробовик почему-то ставится уголек. Ну и приклад. Даже на дробовиках ставится последний приклад. Он помогает нам с изготовкой после бега, со скоростью перемещения при стрельбе. То есть когда вы будете стрелять, у вас не будет вот этого замедления дурацкого. Так что на дробовик мы также ставим последний приклад. Тут тоже менять нечего в этой сборке. Хотел бы рассказать вам про обвесы на новый арбалет, но они на него не ставятся. Там единственное, что ставится, это прицел. Да и то я не знаю какой, потому что он у меня до сих пор закрыт. Ибо я просто донатный взял. Мне хватило, чтобы потестить и понять, насколько это классное оружие. Давайте посмотрим на дополнительное оружие. Да, кстати, сразу стоит уточнить, что вот этот гайд по обвесам, он актуален только в Warzone. Если вы играете мультиплеер Cold War, там обвесы работают совсем по-другому. Там, например, последние стволы на всех пушках дают урон, чего, естественно, в Warzone нет. Ну, в общем, в Cold War своя мета, я в Cold War не играю, поэтому у меня не спрашивайте, как это все работает. Ну и давайте расскажу на примере самого сильного пистолета. Это Диамати. Что мы ставим. Честно говоря, я на пистолетах так и не понял, какие обвесы самые крутые. Расскажу, с какими обвесами я играл. Смотрите, опять же, ставим последний глушак, последний магазин, потому что время прицеливания нам на пистолете вообще не нужно. Оно и так моментальное. Дальше, что я ставил? Я ставил вот этот вот лазер 5 милливатт. Возможно, тут, как и на дробовике, уголек будет полезней, но я вот с этим лазером всегда играл. Здесь также можно поставить Акимбо, тут он называется парное оружие, чтобы у вас было два пистолета, и ставится это на все пистолеты, и на 1911, и на Magnum, и на Диамати. Вот, но на Диамати их очень сильно занерфили, потому что они были метовые, когда сезон первый только вышел, слияние с Cold War произошло, все бегали с этими Диамати, у них был ваншот потенциал, то есть постоянно либо с одного, либо с двух берстов вас убивали, это было невыносимо, абсолютно, и все просто бегали ДМР плюс Диамати, и в итоге занерфили один раз, не помогло, все равно все продолжили играть, и занерфили еще раз. В итоге, вроде как с Акимбо Диамати теперь не дамажит, дамажит в голову так же, как и в тело. То есть они убрали вот этот вот множитель в голову, и Акимбо на Диамати ставить не стоит, но если по каким-то причинам, если вы, например, хотите поиграть с 1911, там сборка будет идентичная. Остается поставить только ствол, и где-то я слышал, что вот этот ствол помогает с точностью стрельбы от бедра. Кто-то там это все тестил. Не знаю, насколько это полезно. Может быть, лучше поставить последний, потому что он помогает со скоростью движения боком, дает также дальность поражения, но бустит отдачу. Не знаю, насколько это важно на Акимбо пистолетах, вы все равно в упор стреляете, но я вот играл с предпоследним стволом. В принципе, я тестил разные и разницы не увидел, потому что вы в любом случае в упор стреляете, а больше ставить нечего, задняя рукоять нам не нужна, потому что они не работают, мы не целимся вообще. Вот. Но если вы хотите поиграть с Диамати, покажу вам актуальный билд. Один Диамати на самом деле очень сильный, я не знаю, почему с ним никто не бегает. Но мне все равно Акимбо М19 больше нравится, да, МВшный. Но если хотите поиграть с Диамати, то я бы использовал вот такой билд. То есть тут, в принципе, тыльная часть единственная — это Акимбо, рукоятки не работают, поэтому можно в 4 обвеса бегать, либо прицельчик поставить. Я вот микрофлекс ставил, сеточку там еще какую-то накидывал. Да, вот, по-моему, с такой я играл. Примерно такой билд у меня был. Можете попробовать, достаточно сильный пистолет. И вроде как все вам рассказал. Если что-то глобально, кардинально поменяется, мы сделаем еще один видос про обвесы. Еще раз напомню, если вам ролик понравился, обязательно поставьте лайк. Не забудьте про подписку на канал. Колокольчик можете включить, чтобы ничего не пропускать. И ждите еще гайдов. До скорого. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.